With me. Всем привет, и вы на канале Pigeon Polly. Завтра, 9 июня, Международный день друзей. И по такому случаю я решила сделать вот такой вот спидпейнт именно из сериала «Друзья». Этот сериал впервые вышел на экранах аж в 1994 году, а впервые я посмотрела его в 2024 году. Это буквально 30 лет назад вышел сериал, но он настолько крутой и классный, что я постоянно его пересматриваю. Вообще люблю пересматривать сериалы, которые мне понравились, но этот, наверное, уже побил все рекорды, потому что я влюбилась в этих персонажей, в их шутки, в эти ситуации. И вообще очень советую, если вам нравятся ситкомы, это, наверное, один из самых лучших. Действие сериала происходит в Манхэттене, и сам сериал посвящен жизням 6 друзей. Избалованной папенькиной дочки Рэйчел Грин, которую играет Дженнифер Энистон, чистюли повара Моники Геллер, комплексующего остряка офисного работника Чендлера Бинга, помешанного на кексах и еде простоватого и ждущего своей роли актера Джонни Трибьяни. Кстати, про него есть отдельный сериал. И разведенного палеонтолога Росса Геллера. Есть еще, конечно, как я могла о ней забыть, это хипующая массажистка, певица Фиби Буффе, которую играет Лиза Кудроу. Она просто богиня, мне очень нравится, как она играет, и ее персонаж просто невероятно крутой. Основная сюжетная линия — это отношения между двумя персонажами, это Рэйчел и Росс, но также и другие персонажи имеют свои какие-то сюжетные линии, постоянно что-то происходит, и это такой сериал, который позволяет вам погрузиться в эту атмосферу, расслабиться и просто кайфовать. Я решила изобразить всех друзей в том месте, где они чаще всего и встречаются в сериале. Это кофейня, которая называется Central Perk. Почему Перк, я так и не поняла. Я гуглила, но ничего не нашла. Просто вот так написали. Если вдруг вы знаете, почему написано Перк, а не Парк, напишите об этом в комментариях, мне будет очень интересно. Я думаю, что другим тоже. Рисовала я в несколько этапов. Во-первых, надо отметить, наверное, что это довольно большой формат листа. Это хлопковая акварельная бумага размера А3. Сначала я сделала набросок карандашом, потом сделала лайн, и вы уже наблюдаете покрас акварелью, который тоже я делала в несколько этапов. Сначала закончила с самими лицами персонажей, потом уже с их одеждой, и только потом уже принялась за антураж и за вывеску, потому что все-таки для меня пока что рисование людей — это такой челлендж прямо, поэтому я это в первую очередь и сделала, чтобы потом уже на расслабоне делать все остальное. Один вопрос у меня остается неотвеченный по этому поводу, я не знаю, как мне поступить. Стоит ли делать цветной какой-то фон? Мне кажется, с одной стороны, как будто бы чего-то не хватает, с другой стороны, если я сделаю фон, я могу все испортить. И, не хотелось бы, конечно, портить такую работу, над которой я много часов трудилась. Мне кажется, что сюда хорошо подошел бы какой-нибудь темно-синий фон или там темно-темно-красный, но я боюсь, что тогда детали работы потеряются. Конечный лайн я в этот раз делаю акриловым маркером, потому что мне захотелось выделить более толстые линии, чем может позволить себе мой линер. И вот у меня есть Posca Pen, тоненький достаточно. Я решила им выделить какие-то основные детали, чтобы они бросались в глаза. Также я выделяю вывеску. И я думала тоже, выделять ли мне самих персонажей, но в итоге решила, что, наверное, оставлю так и не буду их трогать. Я очень надеюсь, что этот день друзей вы проведете со своими друзьями. Обязательно отметьте этот праздник и проведите время весело. Если вам скучно, можете посмотреть этот сериал. И до новых встреч!